Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущий этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на июль 2025 года для восходящих стрельцов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также размещена в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. Также я бы хотела вам акцентировать, что если вы не знаете точное время своего рождения, в таком случае вы можете построить свой гороскоп на то время, которое вам известно, и посмотреть, в каком знаке зодиака находилась Луна и Солнце, и смотреть прогнозы сначала для Луны, потом для Солнца. Таким образом, тоже у вас прогнозы будут работать. И теперь давайте поговорим о тенденциях июля 2025 года для стрельцов. 10 июля будет первое у нас июльское событие. Будет полнолуние в вашем первом доме гороскопа, то есть вы герои этого месяца, можно сказать. Полнолуние в первом доме гороскопа касается, конечно же, в первую очередь вас самих, вашей внешности, вашего здоровья. Поэтому могут быть какие-то перемены во внешности, в имидже, в гардеробе, например, в статусе. Но и какие-то вопросы по здоровью вы в это время тоже можете закрывать. 13 июля по 28 ноября будет длительный период ретроградного Сатурна в вашем четвертом доме гороскопа. Как всегда, кто смотрит меня давно и кто вообще в принципе следит за астрологией, уже, наверное, знает, что ретроградные периоды — это периоды, когда могут быть задержки, препятствия, откаты назад, либо возвращение к каким-то старым вопросам по тем домам и показателям, на которые указывает ретроградная планета. И Сатурн в данном случае говорит о том, что у вас могут быть какие-то, может быть, перемены планов, может быть, задержки и препятствия по вопросам переездов, по вопросам вложения денег в недвижимость, транспорт, может быть, покупки мебели, то есть заказали, передумали, начали ремонт, остановился по каким-то причинам, по вопросам переездов из города в город, из страны в страну точно так же. И помимо этого у вас еще, конечно, Сатурн может давать, естественно, это хороший период для того, чтобы возобновить. То есть если вы планировали давно переезд и когда-то отложили, то завершить начатое — это хорошо. Завершить покупку, которая у вас когда-то прервалась, допустим, недвижимости, транспорта, если вы уже начали этот процесс, но он проходил до этого с тормозами. Но также, конечно, у вас могут быть перемены в первую очередь на психологическом плане вашего самочувствия, эмоционального, когда вы сегодня на пике, когда вы сегодня рады тому, что вокруг вас происходит, тому, какой вы молодец, а завтра вы все это обесцениваете. Вот эти вот эмоциональные качели могут быть у вас, потому что Сатурн будет в четвертом доме внутреннего счастья ретроградным, именно в том доме, который отвечает за наше психологическое самочувствие. Также ретроградность Сатурна может касаться вопросов, связанных с документами, с отношениями с младшими братьями и сестрами, с переездом к вам тоже каких-то людей. И еще это все может касаться в том числе работы. Если вы, например, хотели поменять вид деятельности в первую очередь, даже не просто работу, а вид деятельности, ранее когда-то, допустим, прошли курсы и не стали работать. Сейчас у вас могут появиться такие мысли, что а почему бы мне не попробовать заново. Либо если вы начинаете этот процесс, то может быть такое, что вот вы идете параллельно, допустим, с основной деятельностью, начали какую-то дополнительную, чтобы потом в нее перейти. Сейчас может быть все с тормозами, но сдаваться не стоит. Стоит просто понимать, что сейчас такой период, когда может быть какое-то сопротивление. В районе 14-20 июля будет соединение Марса и Кету в вашем девятом доме гороскопа. Это как два Марса, но
как два Марса, которые действуют внезапно. Девятый дом — это дом религии, дом зарубежных путешествий, дом отца, учителя, руководителя, дом вышестоящих органов власти, дом обучения. И интересно, что, конечно, это соединение Марса и Кету может давать внезапные какие-то перемены в мировоззрении, внезапные какие-то озарения, либо, может быть, внезапные какие-то события духовного характера, когда вы вдруг попадаете на какой-то священный праздник или в какое-то такое вот место. Но также это могут быть перемены, связанные с вашими планами по зарубежным путешествиям. Также это могут быть какие-то внезапные перемены, касающиеся темы детей, деторождения, когда вы, допустим, планировали ребенка, планировали отправиться в зарубежную поездку с целью, там, допустим, обследования на тему деторождения, либо для того, чтобы для ребенка что-то сделать. Это еще может быть какая-то тайная поездка, тайная миссия. То есть никому не сказать и поехать, чтобы сделать процедуру ЭКО, допустим, у кого-то из стрельцов такое может быть. Никому не сказать поехать подать документы в какой-то иностранный вуз. Никому не сказать поехать и обвенчаться где-нибудь в другой стране. Вот такие вот могут быть у вас результаты по транзиту Марса, ну не по транзиту Марса, а вот по соединению Марса и Кету, потому что Кету еще все скрывает. Он может давать какие-то такие скрытые результаты. То, что вы не знали, например, и то, что сейчас проявится, либо то, что вы скрываете. С 16 июля по 16 августа Солнце будет идти по вашему 8-му дому гороскопа. И вот Солнце по 8-му дому гороскопа, дому кризисов, дому тайн, дому эзотерики, неожиданностей, оно может вскрывать такое, даже не вскрывать, а вот прояснять, подсвечивать то, что было от вас скрыто, какие-то обстоятельства, какие-то подробности. Также транзит Солнца по 8-му дому гороскопа — это период антикризисного менеджмента, когда вам нужно принимать какие-то срочные решения, когда у вас вот нет времени на раздумья, меняются какие-то обстоятельства. Это как, знаете, я вот думаю, вот там завезли там такую, ну, условно, там, мебель такую завезли в этот магазин, и этот комплект мебели только один, и вам нужно срочно принять решение, берете, не берете. То есть вот в таком духе, да, что у вас нет времени на раздумье, потому что если вы этого не сделаете, сделает кто-то другой. Кто-то вас обойдет, либо наоборот, у вас просто не будет другого шанса. Вот такие вот могут быть моменты. Также это может быть период каких-то тайн. Ну, знаете как, у вас еще Марс в 9-м доме гороскопа и Солнце как управитель 9-го дома в 8-м. То есть может быть какое-то серьезная какая-то может быть перемена. Ну, во-первых, вот опять это религия, да, мировоззрение, какие-то резкие перемены в мировоззрении, но также это могут быть резкие перемены в отношениях с отцом, с учителем, с руководителем. Может быть смена руководства на работе, может быть смена какого-то учителя, наставника и так далее. И с 18 июля по 11 августа ретроградным будет Меркурий в вашем 8-м доме гороскопа. Что интересно, вот ретроградность Меркурия в 8-м доме гороскопа может касаться, кстати, вот Солнце там в 8-м доме гороскопа, оно может давать какую-то финансовую поддержку другими людьми, какой-то период, когда кто-то может вам помогать там незаработанными деньгами. Но Меркурий еще в 8-м доме гороскопа может давать планы, смену вот каких-то планов. То есть это ретроградная планета, 8-й дом — это дом еще и чужих ресурсов. Это может быть смена планов. Вам сегодня обещают одно, завтра другое, либо ничего не обещали, тут вдруг дали каких-то денег, либо вы где-то выиграли, либо вы еще как-то не заработали, то есть вы за что-то получили. Помимо этого, транзит Меркурия, вот эта ретроградность Меркурия может очень сильно вам дать сомнения по поводу работы. Работать здесь, не работать. Может быть желание очень сильно уволиться у кого-то, и могут быть, вот особенно в Меркурии, все, увольняюсь, нет, не увольняюсь. Может быть какие-то тайные предложения возвращаться на старую работу, допустим. И еще могут быть истории
расставаний в отношениях, разлуки в отношениях, либо тайн в отношениях, которые, допустим, там вскрываются или которые уже были когда-то выяснены, но сейчас выясняется, что когда-то были выяснены не до конца. Если вы ученый, если вы занимаетесь исследованиями, то у вас могут быть какие-то повторно озарения, какие-то новые идеи по поводу того, вот, что вы исследуете. В общем, период для исследований, для того, чтобы заново приступить к какой-то разгадке, то есть если вы какую-то разгадывали тайну, разгадывали что-то запутанное, вот повторно приступить к разгадыванию каких-то запутанных историй, запутанных каких-то сюжетов, это здорово. А 24 июля состоится новолуние в вашем 8-м доме гороскопа. Новолуние в 8-м доме гороскопа тоже может дать вам какое-то поступление денег, либо какую-то финансовую помощь от того, что вы не заработали, то есть кто-то вам может, допустим, как-то деньгами помочь. Но и новолуние в 8-м доме гороскопа — это период, который дает разрешение каким-то запутанным историям, либо разрешение таким ситуациям, когда вы очень ждали, как они разрешатся, может быть, на что вы возлагали надежду и так далее. То есть это как бы выход из кризиса какого-то. 26 июля в ваш 7-й дом гороскопа зайдет Венера и будет там до 20 августа. Но для того, чтобы налаживать отношения, налаживать личную жизнь, для того, чтобы укреплять отношения в личной жизни, в партнерстве, в команде в какой-то, с коллегами по работе, с одногруппниками, одноклассниками. Это прекрасный период, потому что Венера — планета любви и отношений. И она идет по 7-му дому брака, партнерства и личной жизни. То есть как раз вот тема отношений будет в таком, ну, не то чтобы в фокусе, но она, может быть, легче будет идти. Есть еще тенденция на то, что кто-то третий может вмешиваться в ваши отношения. Друзья ваших партнеров могут, кстати, вмешиваться в отношения. Но в целом период все равно должен быть достаточно благоприятным, и есть указания на то, что могут быть какие-то командные успехи, командные достижения, может быть успехи, может быть соревнования какие-то командные, но это соревнования, которые могут касаться там получить денежный приз, либо на самую красивую историю, либо на какие-то танцевальные конкурсы и так далее. С 28 июля по 13 сентября по вашему 10-му дому гороскопа будет идти Марс. Марс в 10-м доме гороскопа — это транзит у кого-то из стрельцов на то, чтобы проходить какое-то обучение по работе. Но такое прям, знаете, мне кажется, как будто бы вот вам, может быть, нужно будет осваивать какое-то новое оборудование, новую технику, допустим, новый компьютер или новый телефон или что-нибудь такое. Новые программы, CRM-системы и так далее. Но также у кого-то из стрельцов это транзит на отпуск, на перерыв в работе, у кого-то может быть и увольнение, но с учетом вот всех транзитов вас может так немножко по теме работы штырить, грубо говоря. То есть будут такие какие-то качели, может быть, вы пойдете вот передохнуть, может быть, на передышку какую-то. Также транзит Марса по 10-му дому гороскопа может указывать на то, что к вам на работу будут приезжать там какие-то, допустим, специалисты из другой страны, из другого города, и, может быть, вам нужно будет там их принимать, либо оборудование какое-то принимать, опять же, участвовать в приеме, там, закупили партию компьютеров, закупили партию, там, не знаю, холодильников, еще чего-то. Но в целом транзит Марса по 10-му дому гороскопа, он может давать такие кардинальные перемены, связанные со статусом. Может быть еще по транзиту Марса поездка длительная в другой город или в другую страну, в редких случаях переезд, но в целом вот тенденция на то, что могут быть какие-то поездки длительные по этому транзиту Марса. В общем и целом Марс-то у нас в 10-м доме гороскопа получает определенную силу, но это как бы такой период, когда мы сражаемся за свой статус или пытаемся вот так себя каким-то образом радикально выставить в общественных вопросах, в вопросах работы, может быть, очень высокая активность общественная. У вас вот такой период именно для того, чтобы решать вопросы, связанные там с государственными органами, с активностью именно вот когда там, может быть, в каком-то общественном мероприятии поучаствовать, либо вопросы статуса порешать, что-нибудь такое. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на
июль 2025 года для восходящих стрельцов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.